Первые в ее жизни роды превратились в настоящий кошмар. Женщина не вставала с кровати и находилась под круглосуточным медицинским наблюдением. На следующий день после рождения детей счастливая мама оказалась на операционном столе и перенесла сразу несколько хирургических операций. А вот малыши, наоборот, появились на свет крепкими и здоровыми, пусть и немного недоношенными. Французская пресса конца 80-х прозвала ее «мама бэби-бум». 28-летняя Мари Клод Адам стала первой француженкой, родившей сразу 6 детей. Чтобы было понятно, насколько это редкое явление, упомянем, что второй и последний на сегодня случай рождения шестерняшек во Франции случился в 2020 году. Супруги Даниэль и Мари Клод Адам сыграли свадьбу 9 декабря 1979 года. Ей только что исполнилось 19 лет, он существенно старше. Муж и жена решили, что не будут затягивать с рождением детей, тем более финансовое положение позволяло. Даниэль как раз перед свадьбой получил руководящую должность на заводе Рено. Они живут в маленьком городке в родной Нормандии, где купили большой и просторный дом в ипотеку. Но только вот забеременеть у Марии Клод не получается. Долгих 9 лет она тратила все свое время, силы и семейный бюджет на гинекологов. Лечилась у самых разных докторов, от провинциальных эскулапов до столичных светил. Никаких патологий ни у нее, ни у мужа не находили, врачи только разводили руками. В 1987 году одна из местных знакомых посоветовала своего врача. Потом этого нормандского доктора все будут критиковать за методы лечения, но, как ни странно, они сработают. Мари Клод Адам прошла несколько курсов гормональной терапии, которые потому еще скажутся на ее здоровье. Но в начале 1988 году лечащий врач обрадовал будущую маму: «Вы беременны, причем сразу двойня». Впрочем, радость длилась недолго. Вскоре беременность пришлось прерывать по медицинским показателям. Но надежда оставалась. И через несколько месяцев 29-летняя Мари Клод снова забеременела. И при этом доктор изначально разглядел у нее аж 10 эмбрионов. Случай уникальный, а потому о супермаме узнали лучшие французские акушеры, и дальнейшее наблюдение женщина проходила уже в Париже. 22 декабря ее пришлось госпитализировать, а 14 января 1989 года на 32-й неделе беременности. В результате кесарево сечения на свет появились сразу 6 недоношенных малышей. Детей сразу поместили в инкубаторы, но врачи изначально были настроены оптимистично. У младенцев никаких патологий, все активные, ну а вес наберут под присмотром. Другое дело мама. Мари Клод перенесла несколько тяжелых операций на позвоночнике и внутренних органах. Спустя 10 лет в одном интервью она призналась, что последствия тяжелой беременности и гормональной терапии сказываются до сих пор. Маму и новорожденных выписали через месяц. Но еще до родов она стала звездой французских СМИ. Роддом осаждали папарацци, одному из них даже удалось проникнуть в закрытое лечебное учреждение и снять Мари Клод, лежащую в палате после операции. Снимки появились на ТВ, но потом со скандалом их изъяли. Внимание прессы и телевидения сыграло и благоприятную роль. Работодатель отца шестерняшек, компания Рено, стала коллективным крестным ребятишек. Многие фирмы и общественные организации родной Нормандии также оказали материальную помощь. Правда, потом семья переехала на юг, в город Нарбонна на побережье Средиземного моря. В одном из интервью Мари Клод рассказывала, что 6 близнецов – это не только счастье для родителей, но и полное отсутствие свободного времени, отдыха и подсчет каждой копейки. Да, спонсоры преподнесли 3 двойные коляски, дарили родителям подгузники, малышам игрушки и разные вкусняшки, устраивали детям развлечения, но все остальное приходилось покупать самим. Тюбика зубной пасты хватало на неделю. 48 бутылочек детского питания расходовалось за один день. Позже ежедневно по 6 одинаковых йогуртов. Одежду никто не донашивал, каждый раз приходилось покупать 6 комплектов на размер больше. Спонсоры помогли маме с присмотром за детьми. Семье Адам завод Рено в течение 2 лет оплачивал воспитательницу и домработницу, а также ежедневно приходящих медсестер. Конечно же, на помощь пришли бабушки и дедушки. Потом Мари Клод, то ли в шутку, то ли всерьез сокрушалась, что ни ее родители, ни родители мужа никогда не забирали подросших внуков всех вместе. Боялись, что не уследят за 6 сорванцами. Максимум 2. Некоторый доход приносили СМИ. Так на 18-летие детей один французский журнал оплатил матери и шестерняшкам отдых в Марокко за право снимать их на белоснежных атлантических пляжах. В школе 4 девочки учились в одном классе, оба мальчика в параллельном. А получив аттестаты, в одночасье разъехались по разным колледжам и университетам. И родители, после многолетних забот без продыху, остались одни. Супруги Адам в настоящее время в разводе.
Мама и уже бабушка Мари Клод после отъезда детей работала в школе, сейчас на пенсии. Отец и уже дед Даниэль тоже пенсионер, но у него есть хобби, которое занимает почти все время. Он один из сильнейших игроков петанг, самый пенсионерский вид спорта в романской Европе. Дети живут в разных городах и изредка общаются между собой по телефону. Только незамужние и бездетные сестры Короли и Гаэль обосновались в Тулузе и навещают друг друга. Все вместе братья и сестры собираются лишь 3 раза в год, в сентябре и ноябре, на дни рождения отца и матери, а также в декабре на Рождество. Приезжают к родителям в разные дома. И то не всегда вшестером. По данным на 2023 года, Седрик работает в сфере логистики, он женат, воспитывает вторую летнюю дочку. У Дориана 4-летний сын, семейное положение неизвестно, трудится в ресторанном бизнесе. Мелани домохозяйка, воспитывает 2 детей 6 лет и 1 года. Остальные 3 никогда не были в браке и не имеют детей. Короли работает секретарем в частной медицинской клинике. Гаэль стала кондитером. А Кевин живет в деревне, чем занимается, неизвестно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.